расклад на то, как прошли ваши ритуалы, на Литу, с запозданием, но тем не менее. Кто-то из вас с кого-то снял маски, сняли мороки, оморочки, иллюзии пали, особенно насчет мужчины, особенно насчет, если это личные отношения, партнерство и тому подобное. Но не факт. Здесь может быть и женщина, которая привыкла всем управлять, и вы раскрыли ее истинное лицо, как она относится и к окружающим, и к вам в том числе, и кем является на самом деле. Начало весьма интересно. Будет 4 позиции: земля, огонь, вода, воздух. И, кстати, о птичках. Не будем отклоняться от наших традиций. Пощекочем нервишки. Так. Даже вот так вот. Да, выкладка немножечко поменялась.
Надеюсь, каждый из вас определился уже со своим вариантом. Вот так вот я сейчас сделаю, уберу мне лишнее и ненужное. Не буду уточнять, не буду затягивать с этими моментами. Начнем с воздуха. Начнем со стихии воздуха. Давайте посмотрим, как прошли ваши ритуалы. Что я вам хочу сказать? Здесь на вас крадники ставили. На ваши начинания, на ваши планы, на ваши проекты. Мертвечинку присылали к вам. Человек из прошлого. На вас влиял. Сам человек находится в положении жертвы. Сейчас многие аспекты в его жизни также воруют другие люди, как он когда-то воровал у вас что-то. Может быть мужчина, но не обязательно. Хочется сказать, человек на костылях. Или, туда идет, к этому. Вы подобрали ключи тоже с помощью мира мертвых. Для того, чтобы наладить свои дела, обмен здесь на ваши проекты разинули роток людишки. Здесь этому лжецу полетело проклятие. Здесь был приворот на ваши ресурсы, чтобы стянуть ваши на свою голову. Вот так вот. Были провалы у вас в этом всем, особенно что касается новых дел. Но знаете, как вы вот как будто вкладывались, пришло время собирать плоды вашего труда. И здесь вклинивается этот персонаж и говорит: опа, я сейчас здесь себе прикарманю. Так вот, вы подобрали ключи тоже с помощью мира темных, вывели свои дела на другой уровень, опираясь на ситуации из прошлого. Но в каком плане вы сделали выводы? И человеку полетело проклятием за его ложь. Здесь человек мог смотреть вам в лицо и лгать. Если кому-то ходил, заказывал вас, значит, лгал практику, к которому обратился. Но грош на практику, который не увидел вас, его в истинном свете. Почему? Потому что это означает только одно, что у практика такие же кармические затыки, как и у вашего недоброжелателя. Вот и все. И только ради денег там эта работа и делалась. Вот так прошли ваши ритуалы. Дела будут налаживаться постепенно. Это по стихии воздуха.
теперь смотрим стихию воды. Как прошли ваши ритуалы. Ух ты, здесь кто-то делал чистку, чистка прошла феерически, хочется мне сказать. Вот по-другому даже, даже слова другого нет. Почему? Потому что вы здесь в пух и прах разбомбили человека, который вас предавал, который вас подавлял, врал, лгал, не договаривал, как они любят фразу такую произносить. Здесь, возможно, вы ушли от партнера, от каких-то стабильных отношений, может быть и дружеские. И вы поняли, что вам пришла пора вкладывать свою энергию в то, чтобы совершить переход. Куда вы его будете совершать, это вопрос уже другой. Но вы его совершили. Вы ушли от, даже в неизвестность, если вы ушли, это плюс. Вы выбрали себя в данной ситуации. Здесь вас провоцировали все время бороться за свои, да за все. Понимаете, обесценивалась ваша духовность, обесценивались ваши взгляды на жизнь, ваша манера поведения, ваше все, обесценивались вы как человек, как ресурс. И здесь вы уже задолбались сидеть в этой ситуации якобы битвы, понимаете, и резко разрушилась вот эта вот вся иллюзорность, и выплыло то, что человек, и если партнерство ходил налево, если это друзья, клевета за вашей спиной была, здесь прям человек хотел иметь над вами власть. А знаете, в чем парадокс? Его бесит ваша духовность и уровень вашего сознания. Видимо, человеку это претит, и он пытался объяснить, ну, допустим, элементарный пример, что беспорядочные половые связи – это для поддержания здоровья. Давайте начнем вот просто вот, чтобы вы поняли смысл и тому подобное. Оправдывать себя. То есть я выпил или я выпила потому что. Понимаете? Или я пью потому что. То есть, ну, здесь вот такие моменты. И еще я вам хочу сказать, если... Да нет, не если. Тут любые отношения, если вот были если все-таки были там дети, ваши дети переняли эту программу. Даже если это ваши друзья, знакомые, будьте внимательны. Но здесь, понимаете, человек еще раздевал роток на то, чтобы вы не двигались дальше, на все ваши плоды. На то, как вы себя ведете, как говорите, что транслируете, что мыслите. Понимаете, ваше выдавал за свое. Здесь можно много еще говорить о таких людях. Думаю, вы, в принципе, смысл поняли. Вот этот персонаж как бы и отвалил из вашей деревни. Давайте вот так вот обозначим этот момент. Стихия огня. Как у вас все прошло? Ну... Ребят, давайте теперь я раскрываю вам маленький секрет. Стихия огня, стихия земли для тех, кто в 3D. Первые два варианта воздух, вода оказались сегодня для тех, кто в 5D. Но так как есть и из 4D люди, я это предполагаю, вот эти варианты для 3D-шников я смотрю по двум потокам. Первое. Здесь человек... практик, который возомнил себя звездой, что она много здесь кубковая персонажиха. Но здесь
женских энергий мало. Здесь бык, понимаете? Вот не просто мужичара, который пашет, как вол в поле. Здесь бык, притворяющийся женщиной. Здесь у девочки подселение. В башке зудит рой всяких ос, понимаете, навязчивых мыслей и идей. Человек решил, что он знает очень много тайн, секретов от Вселенной, что он исцеляется. Но тут бах, приходит интересный момент, когда его стабильность у этого человека просто рушится. Здесь и брак может распасть. Но здесь, если брак, то неофициальный, а чисто под одной крышей существовали. Вот. И человек переходит в гнев от того, что из-за своего собственного колдовства у него появляется два варианта. Либо отречься, исцеляться, бежать, себя спасать, либо же здесь человек продолжает с помощью колдовства гнуть свою линию и делать вам деструктив. То есть делать деструктив адекватным людям, давайте я так скажу. Второй вариант – это то, что вы исцелились от такой женщины в своем пространстве, либо же от такого мужчины. Это могут быть и рабочие моменты, может быть, он даже просто переехал или перешел на другую должность, просто там в офисе на нижнем или на каком-то там этаже или в соседнем здании, но это уже плюс. И этот человек дрыщет гневом просто на окружающих, потому что снова два варианта. Либо колдовство не удалось, набокопорил и надо исцеляться, либо хочет, чтобы это колдовство, то есть в этом случае карта может означать ваши чистки не срабатывали. Понимаете? Но при любых раскладах здесь человек осознает, что он набокопорил. Выбирайте свой вариант. Этот человек мог вас еще провоцировать, чтобы вы каждый раз уходили от того, что являлось для вас стабильностью. Но с другой стороны, он как бы, получается, и инициировал перемены в вашей жизни. Во всем плохом есть хорошее, во всем хорошем есть плохое. Как говорится, мир дуален. Так что вот так по стихии огня. Ну и по стихии земли здесь уже я примерно предполагаю, что за люди будут. Ну сейчас, возможно, я и ошибусь. Ух ты, нет, меня удивляют, действительно. Итак. Во-первых, здесь у человека, давайте так, смотрим для тех, кто в 3D. Здесь у человека перекрыты нижние чакры, его сексуальность. Какой-то практик поработал по этому человеку. Человек думает, что он одержал какую-то победу с помощью того, что куда-то ездил. Общался с какой-то жрицей. Согласие, веселье, договорились о победах. Вот этот человек, который здесь описан, очень любит, когда ему в уши заливает то, что он хочет слышать. Вот ему и залили. И походу этот практик подцепился по нижним чакрам и через скрытый умысел вывел в такую ситуацию, посоветовал кое-что почитать, вывел этого человека в состояние жертвы. Если
Это вы загадывали, сопоставляйте, что вы делали. Если да, значит, ну вот так вот вы притянули к себе вот такого вот практика, в кавычках, давайте я так назову, да, который вас повел на убой. Второй вариант для 4D. Здесь были привязки по нижним чакрам, это все остановлено с помощью ваших ритуалов. Но вам еще нужно выходить из состояния жертвы. Какой-то скрытый умысел в вашем пространстве еще есть. Вот какой-то женщины. Вам нужно ее вымести. Почему? Потому что это либо это тайна какая-то, может быть и мужчина за этим всем скрыт. Вам что-то нужно узнать, раскрыть, преодолеть и выйти из состояния жертвы. Понимаете, есть вещи, которые вы знаете, воочию видите, в которых не хотите себе признаваться, это уже одна проблема. Но за этим всем есть и то, что стоит за спиной как бы этой проблемы. И только устранив вот то, что вы видите, вы раскроете, ну, то, что скрыто, да, вот эту тайну. Здесь еще, как говорится, не все так просто. Вот так вот, ребятушки. Кстати, еще момент по 3D людям. У вас сейчас пойдет такая ситуация, когда вы будете по нижним чакрам очень уязвимы, и к вам будут притягиваться не благовидные, а кармические партнеры. Ну, каждому свое, да? Вот так вот, если коротко, четко по делу, ребят, пожалуйста, кому это интересно, анализируйте людей, анализируйте свои хотелки, сопоставляйте, кого вы притягиваете в пространство. Может, пришло время посидеть, подумать о вечном, а может, для кого-то пришла пора действовать, а может, кто-то решил, что пора действовать и вляпался в лужу в очередную. Ситуации разношерстные и разнообразные. Надеюсь, каждый из вас сегодня для себя нашел определенные подсказки. Благодарю всех за внимание. Всем пока-пока.